Усім прывітання. Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня я начинаю новый влог. Покажу вам, что связала. Будут новые модельки, которые я связала, модельки игрушек, новые герои и одна а, игрушка. Покажу, которую я все экспериментирую и делаю ее все лучше и лучше. Надеюсь на это. В общем, первое, что я вам покажу, это вот такой дракон, который связан по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Я вяжу небольшую коллекцию, которую пока что я нигде показывать не буду. Это будут отдельные игрушечки. И я здесь не рассказывала, что именно будет включено в эту коллекцию. Но я думаю, что вы потихоньку догадаетесь, что это будет. Сразу скажу, что это будут игрушки не по мастер-классу Анастасии Кирсановой, в смысле будут и такие, и другие игрушки. Но в конце я вам покажу, что получится. Я думаю, что займет это очень много времени у меня. Вот, пока из этой коллекции вот готовы две игрушечки. Это такой зайка, тоже связан по мастер-классу Анастасии Кирсановой. И вот такой дракоша. Кстати, у меня как-то в комментариях на YouTube спросили, кому нужны такие маленькие игрушки. Я отвечу вам, потому что не каждый погружен в мир миниатюры, не каждый это знает. Ну, во-первых, это очень мило. Я думаю, что многие из вас согласятся, что вот такие маленькие игрушки, они очень классные. Я помню, как в детстве всегда хотела, чтобы у меня была коллекция стеклянных игрушечек. Когда мы приезжали с родителями в столицу и ходили в парк, там всегда был уголок, где сидели ремесленники, и я в детстве не могла за спокойной душой пройти мимо тех ремесленников, которые делали стеклянные фигурки. Они были, ну, конечно, и большие, и маленькие там были по размерам, но меня прельщали именно маленькие, которые где-то вот как вот этот зайка 2,5 сантиметра, а то и меньше. Мне они всегда нравились, но родители не покупали, потому что это стекло, оно бьется. Ну и, в принципе, я тоже сейчас девочкам своим миниатюру практически не вяжу, потому что, ну, она теряется. Хотя на эти дни рождения в этом году своей старшей дочке, которой 10 лет, и средней дочке, которой 8 лет, я подарила кулончики, в которых была миниатюра. Ну а младшей я решила, что чуть-чуть попозже я ей сделаю такой подарок, потому что, ну, маловато она еще. Для нее я делала домик с котиком. Котик там размером был около 7 сантиметров. И, в принципе, для нее пока что, для ее возраста, такой размер игрушки лучше, чем вот такие вот маленькие. Это все-таки для тех, кто постарше, повзрослее. Я бы сказала, что это, наверное, все-таки возраст 30 плюс, хотя я знаю, что и для детей покупают такие игрушки, для детей, у которых есть маленькие куклы. Но вообще в основном покупают игрушки те, кто коллекционирует кукол, те, кто делает интересные кукольные домики, обставляет их. Одна из таких кукол, я вам несколько покажу. Кстати, одежда для кукол сшита Светланой. Тоже оставлю ссылочку вам. Она моих куколок одевает, за что ей огромное спасибо. Вот такая куколка, она всего лишь 11 сантиметров. Это Блайс Петит, маленькая такая. И вот ей в компанию такие игрушки хорошо подходят по размерам, потому что вот, например, которые идут 4-5 сантиметров, ну, уже достаточно большевато. Если такого же котика связать размером 2,5 сантиметра, он более гармонично будет смотреться. Также эта куколка, вот у меня есть, я приобретала тоже, смотрите, какое классное платьишко. Это шарнирная куколка. А, Я, если честно, от мастера СТО Doll. Покупала я ее на Алиэкспрессе. Недешевое удовольствие, скажем так.
Так, чё это тут у меня перекрутился воротничок. Воротничок тоже вязала Светлана. Присылала мне такой наряд прям с обувью, носочки, платье. Здесь очень классный такой подъюбник пышненький. И для, таких малышек тоже хорошо, а, смотрится такая игрушка. Смотрите, как гармонично, очень здорово ей в компанию, в ручку. Также, эти игрушки можно, использовать, если вот оформляет кто-то, ам, так называемые, м, домики для фей, да, какие-то, сады делать. Я как-то так, меня прервали. В общем, волшебные сады для фей. И вот я, покупала, знаете, из кактусов делают, такие как это вам объяснить? У меня, наверно, на другом телефоне эта фотография была и видео. Если я найду, я вам вставлю. В общем, кактусы, садят в аквариум, очень красиво оформляют, там дорожку, скамеечки. И вот, в такой, аквариум я фотографировала тогда, снимала видео с игрушками, которые у меня были в наличии, и они тоже туда очень классно смотрятся, потому что кактусы смотрятся как какие-то деревья, а игрушки как дополнение. Но, тут нужно быть аккуратным, потому что кактусы — это влажность, их поливают, но тем не менее, если, например, на скамеечку посадить такую игрушку, то ничего с ней не станет, все будет с ней хорошо. Ну и, в принципе, в основном эти игрушки связаны из хлопка. Не так он, боится влажности, если прям не мочить. Понятное дело, что здесь есть, тонировка, которая может, со временем, смыться, если постоянно мочить игрушки. Но, а, я, когда стирала вот такую тонировку на больших игрушках, она полностью даже в стиральной машине не выстирывается, поэтому ничего страшного, с игрушкой не случится, если там какие-то испарения будут. Вот, значит, я думаю, что я в очередной раз ответила вам, для кого такие игрушки, кто покупает. Плюс я еще делаю игрушки вот в кулончиках делала как подарок для моих, дочек. Также очень здорово сделать подарок в орешке, кому-то, потому что, когда человек взрослый, то, в принципе, у него все есть. И возникает вопрос: а когда вот какой-то праздник, что подарить? И тогда, можно подарить вот такое вот маленькое что-то интересное. Возможно, у человека какое-то любимое животное есть, либо он там, куда-то путешествовал и там познакомился, например, его обнимала коала, и вы об этом знаете, и можно заказать маленькую коалу, которую я свяжу, помещу вот, в такой контейнер. И такой контейнер, он маленький, и его легко можно положить в кармашек, да. Все-таки мы в душе, много очень людей остается детьми, которые любят такие красивые, симпатичные, милые вещи. И, игрушку с собой не будешь носить, а такой маленький контейнер можно бросить в карман, в сумочку, в рюкзак, носить. И когда какая-то, не знаю, то ли поддержка, то ли что, просто доставать и смотреть. Я один раз у меня, лежала, в сумке, контейнер с голубой собачкой. Я не помню, почему я его туда положила. В общем, так получилось, что он у меня был в сумке. И вот когда я сидела где-то в очередях, я доставала и просто любовалась. Кажется, это, наверное, странно, как-то инфантильно, для некоторых людей, но я уверена, что все-таки для большинства это просто милая такая вещь, которая очень приятно, чтобы она у вас была. Также, муж мой раньше относился к миниатюре так себе, но последнее время он проникся, к игрушкам. То есть я его приучила, к маленьким игрушкам. Ему нравится то, что я создаю.
И в этом году на свой день рождения он просил связать ему маленькую, 3-сантиметровую я вязала куклу, ну, так скажем, типа, по фотографии. Вот. Я связала в белой кофточке, в синих, шортах. Вот, постаралась сделать, как выглядит он. Ну, конечно, до, кукол по фотографии мне еще далеко. И я все-таки поняла, что я хочу вязать маленькие игрушки. И когда игрушка маленькая, очень сложно сделать такую детализацию, как можно сделать на больших игрушках. Там можно что-то вышить, что-то пришить, что-то а, покрасить, что-то сделать из другого материала. Когда ты вяжешь игрушку такую маленькую, то тут очень сложно. Нет такой разбежки в техниках, чтобы сделать какую-то игрушку по фотографиям. Вот. Наболтала вам по поводу того, кому это нужно, кому нужна эта миниатюра. Ну, комментарий звучал не так. Просто спрашивали вообще, для чего такие игрушки. Я думаю, что я ответила, предложила вам много вариантов. Ну и, конечно, я думаю, что я и дальше могла бы вам рассказывать, куда еще можно использовать миниатюру. На самом деле очень-очень много, где можно ее применить. Вот. Ну и давайте мы перейдем. Я думаю, что вы уже одним глазком глянули на вот такого нового героя, которого я связала. Я думаю, что вы догадались, кто это, что он похож. Но, во всяком случае, когда я полностью его связала, а, всем, кому я показывала, все говорили, что похож на воробушка. Значит, этот воробушка связан из мулине Cloud крючком 0,45. Так как это первая игрушка, я вижу те недочеты, которые я хочу исправить в своих следующих работах, но он тоже, этот воробушка получился симпатичный. Значит, что я хочу исправить? Во-первых, глаза мне не нравится, что они расположены достаточно близко. Я их хочу чуть дальше разнести, чтобы они все-таки выглядели как по краям, по бокам головы, да, смотрели не как у человека, а все-таки как у птички. Но посмотрю еще в будущем. Все-таки я делаю игрушки не реалистичные, а скорее мультяшные. Также мне не нравится, не до конца нравится, как я сделала клюв. Он здесь, во-первых, вот когда мы смотрим вот так, плохо читается этот клюв, поэтому я его буду переделывать. Также я хочу в следующей игрушке сделать голову чуть-чуть поменьше, а вот тело, крылья, хвост, в принципе, оставить так, как есть. Но для первого раза мне очень нравится то, что получилось. Я молодец. Вот такой вот у меня новый герой. Вот, значит, следующее, что я вам покажу, это, не первая игрушка. В смысле, не первый раз вижу я этого героя. Это вот такой вот смешной чихуахуа. Значит, я его по минимуму тонировала, по минимуму что-то здесь делала, оставила вот таким белоснежным, сделала его пушистым. Он также связан из мулине Cloud, вот, крючком 0,45. И тоже мне не совсем нравится результат. Значит, что я что я хочу поменять на будущее? Я хочу сделать лапки ему, по-другому, потому что они для, этого размера, для этой чихуашки выглядят все-таки, такими массивными. В следующий раз я буду делать, все-таки лапки чуть меньше. Ну вот он полностью подвижен. Вот. Мне нравится, что я сделала по фотографии именно там такие кисточки шли и на щечках, и ушки такие прям лохматые. И также там был лохматый вот такой хвостик. То есть, в принципе, я создавала эту чехуашку по фотографии. Мне нравится, как у меня получились глаза. Давайте вот сравним с предпоследней, которую я вязала.
разница чувствуется, да. Во-первых, я сделала мордочку поменьше. Я вам уже об этом говорила, что вот у этой чихуашки достаточно большая мордочка, скорее похожа на бульдога, чем на чихуахуа. Ну и, как видите, если уши побольше, то выглядит симпатичнее. Такая чихуахуа лисичка. Вот можно ушки вот так поставить. В общем, я сижу тут с ней, играюсь. Хотя белый цвет, если честно, достаточно стрёмно играться. И вот, как видите, еще одно применение миниатюры — это а, миниатюра по фотографии. Мне и котиков заказывали вязать с расцветкой, так как у котиков. И потом вот в таком контейнере можно положить себе просто в сумочку и носить. Заказывали у меня и котиков, и собачек, которые уже ушли из этой жизни. И как памятное вот по фотографии я создавала. Не совсем у меня пока что получается создавать по фотографии что-то подобное. То есть я ориентируюсь пока только по цветам, но передать именно выражение мордочки для меня это пока сложно на данный момент. Но я думаю, что потихоньку, через несколько лет я добьюсь результата, что у меня будет получаться создавать по фотографии миниатюру. Чуть побольше игрушки, получше с ними, но опять же я не хочу вязать большие игрушки. Нравится мне все-таки создавать таких маленьких, максимум вот 5 сантиметров. Я понимаю, что 2,5-5 сантиметров это все-таки мой любимый вариант. Это не значит, что я откажусь от игрушек побольше. Нет, я буду вязать и такие, но все-таки акцент делать именно на совсем малышей. И во всяком случае, если брать, на заказ, что-то делать, то, уж точно большие игрушки я не буду брать на заказ, потому что, ам, ну, из последних, несколько, заказов, которые я делала, там были куклы. А, результат, вышел тот, что эти куклы не были выкуплены. Они, конечно, нашли домики, что-то я подарила, что-то у меня купили по цене в 3 раза ниже, но, лучше уж так, чем вообще никак. Вот, поэтому, ну, как-то так. В общем, что у меня по планам? По планам я буду продолжать свою коллекцию, вот там, где дракон и зайчик. Следующее, кого я буду вязать, это будет щенок. Щенок будет вот такого темно-коричневого цвета. Или мне светлого взять? Нет, наверное, все-таки темно-коричневого я свяжу. Также я буду вязать маленьких уточек, паучка мне нужно связать. Это в ближайшее время. Ну, я думаю, что чуть-чуть попозже, через денек я подключусь и покажу вам уточек и паучка. Они вяжутся достаточно быстро, поэтому я думаю, что я справлюсь и скоро подключусь. Так, попробую без микрофона. Небольшое включение, покажу то, что сделала. Не очень много, поэтому не слишком долго буду. Во-первых, покажу вам утят, которые связаны по мастер-классу Анастасии Кирсановой. В книжечке этот мастер-класс есть. Вот такие вот смешные утята. Они, в принципе, хорошо достаются из бутылочек. Сейчас вам покажу. Вот. Даже не нужен пинцет. И, значит, два утенка у меня вот такие просто без лапок и без ниточки. И два утенка вот таких. Вот такие малыши. Также по бесплатному мастер-классу Анастасии Кирсановой я связала вот такого вот паучка. Я, наверное, вам вообще его не показывала ни разу. Это второй паучок. Выглядит он очень натурально. Такой классный. И еще вот такой вот ленивчик. Я его тут фотографировала с
уточкой. Классно ему подходит. Вот такой вот малыш. Такой расцветки более темной. У меня первая расцветка была более светлая. Это более темная расцветка. Такие глазки у него. Вот. Ну и на этом все. Буду запаковывать. У меня есть вот такие вот коробки для сережек, гвоздиков. И вот сюда я запакую вот так вот. Надеюсь, что паучок не испугает своим видом. Ну и надеюсь, что баночки его не помнут в дороге. Вот такие вот игрушечки. Может, я баночки сейчас возьму и свяжу джутовым шпагатом, джутом, чтобы они не болтались по баночке и не повредили паучка. Вот такая будет коробочка. Ну, а этот малыш отдельно. Такой хорошенький. Все, увидимся с вами чуть-чуть попозже. По планам у меня что вязать? Собачку я хотела вязать. На гимнастику пойдем. Я буду вязать носочки. Буду мохер свой вывязывать. Буду из мохера делать носочки. Вот, поэтому буду заниматься сегодня носочками. Как раз сейчас наберу необходимое количество петель. На спицах 3,25 буду вязать. Думаю, что так быстрее будет. Мне нужно на подарки воспитателям. Я вяжу уже который год. Ну, наверное, это последний год, когда я вяжу подарки. Не буду я уже учителям в школе. Слишком много получается людей, которых нужно одарить. Я просто не успею всем сделать подарочки. Поэтому, кстати, вот можно таких утят было бы подарить, если бы они были новогодние. Значит, займусь носочками. Из игрушек буду собачку вязать. Все, увидимся с вами чуть-чуть попозже. Итак, ну что ж, я думаю, что я сегодня закончу этот влог. Покажу вам, что я связала и над чем работаю. Итак, первое, что я вам покажу, по-моему, я вам не показывала вот эти две игрушки. Это вот такой вот собачка. Вот. И еще я связала жирафика. Это я вяжу все в свою коллекцию. Вот если вы здесь видите, здесь у меня дракоши. Надо их поместить мне в другой контейнер. Там, где они будут лежать, и их будет видно. Значит, дракоша, зайчик. Потом я вязала вот собачку. Дальше я вязала жирафика. Значит... воробья я буду выставлять на продажу. Его не приобрели, поэтому буду выставлять в свободную продажу. И вот такой вот там еще лежит чихуахуа. Я думаю, что он тоже пойдет в мою коллекцию. Дальше, значит, я связала куколку, но допустила небольшую ошибку в том, что я связала ее, как она у меня была представлена в коллекции, так скажем, в магазине на ярмарке мастеров. Она у меня вот в таком виде. Значит,
с белыми волосами. Но, как оказалось, я там упустила один момент. Меня попросили связать рыженькую девочку, поэтому мне пришлось перевязывать эту малышку. Конечно, с рыжими волосами мне нравится больше, потому что я вообще люблю очень рыженьких девочек. Но это тоже очень милая получилось. Значит, эта куколка, она впервые была связана в этом году. Так случилось, что когда заблокировали, перед тем, как, вернее, заблокировали магазин на Etsy, мне сделали заказ, написал молодой человек и спросил меня, могу ли я связать такую куколку, если он вышлет мне мастер-класс. Я согласилась, потому что ничего сложного в этой куколке нет. Она небольшая, симпатичная, поэтому я решила, что нужно связать, почему бы и нет. Единственное, что я дополнила ее бабочками. Тут, кстати, у нее где-то... сзади еще одна бабочка. Вот. В принципе, связана она полностью по мастер-классу. Автор, если я не ошибаюсь, девушка либо китаянка, либо японка. Я не узнавала точно, кто автор. Ну и после этого я еще вязала две именно вот такие куколки одинаковые в желтых платье. Меня этот молодой человек нашел в Инстаграме. Я ему повторяла через пару месяцев. Вот. И сейчас мне написали из магазина на ярмарке мастеров. Я думаю, что я его активно буду сейчас восстанавливать. Вот. И у меня получилась, посмотрите, такая вот лесная красавица. Я ей сделаю тоже бабочки. У нее будут рыженькие бабочки. Вот. Значит, я немножко уже здесь поменяла схему. Поменяла схему в том плане, что мне не совсем нравится, как в мастер-классе присоединена юбка, потому что если такой нежный желтый цвет и цвет кожи, они сливаются, соответственно, юбка не видна, где присоединяется. А когда более такой темный оттенок, то, конечно, там будет видно переход. Вот. Ну и вообще она получилась, во-первых, у нее голова чуть больше получилась. Так, давайте сравним их две вместе. Вот. И я вот даже не знаю, у рыженькой девочки получились глаза чуть дальше от носа, я расположила. И нос, наверное, чуть ниже. Это мне, кстати, надо будет посчитать, потому что мне очень нравится, как выглядит именно рыженькая девочка. Но она просто бусечка получилась. Напишите, кто вам нравится больше. Вот эта вот Белоснежка, либо вот эта рыжуля. Ей, конечно, еще лисичку в компанию было бы вообще превосходно. Но мне завтра уже надо отправлять. Так я, получается, задерживаю заказ на 3 дня. Вот. Поэтому я очень рада, что у меня потихоньку оживает ярмарка мастеров. Там были давно добавлены работы, но у меня в ноябре закончилась оплата магазина. Вот, я профукала, ну, то есть не заходила на ярмарку мастеров и забыла, что у меня там было до 11 ноября, по-моему. Зашла я только в конце ноября, оплатила, и после этого пришел заказ. Вот, это меня очень сильно воодушевило. И после этого вот заказали такую куколку. Это здорово, потому что я все больше задумываюсь о том, что хочу переходить все-таки ближе на местные рынки, туда, куда доставка лучше, быстрее работает. Совсем мне не нравится с этими доставками мучиться. Во-первых, и они очень дорого стоят, и постоянно переживаешь с этими отправками. Конечно, на местном рынке такой проблемы не будет. Да, приходится чуть дешевле продавать, не чуть, а хорошо дешевле продавать, но, тем не менее, я экономлю на доставке в любом случае. Вот такая крошка. Но я от нее просто в восторге.
она превосходная. Когда я ей сделала глазки, тут тени такие яркие, да, мне показалось, что как-то, наверное, сильно, как синяки какие-то над глазами, но нет. Когда вот так вот смотришь, она очень гармонично выглядит. Я еще ей сейчас бабочки сделаю. И я думаю, что девушке понравится результат, потому что мне очень нравится. Я прям загорелась, как всегда, когда мне какая-то игрушка очень сильно нравится. Я думаю, что так, у меня... Кстати, давайте я расскажу, с чего связано, чтобы вы понимали, каких куколок бы я еще хотела связать. Значит, сама куколка связана из Коко. Это у нас Коко от Вита, да, по-моему? Вита Коко. Боже мой, я забыла все названия пряж. Какой кошмар. Значит, крючком 1,25. И платьишко связано, кстати, варианты были платьев двух цветов. Как вы считаете, правильно я для нее подобрала или нет? Значит, вот такие две пряжи. Есть просто Мулине Клауд. Это аналог Аделия Кис. Значит, был цвет 27, вот который я использовала, и цвет 28, не, 26, я ошиблась. 28 это темно-зеленый. Мне показалось, что именно с рыжим цветом будет идеально сочетаться именно зеленый оттенок. Вот, и так как Аделия Кис вообще у меня есть все-все-все оттенки, там их около 30 с чем-то, 32, по-моему, оттенка или что-то такое. Соответственно, вы понимаете, что я такая, так, нужно связать побольше куколок в разных нарядах. Но я себя немножко притормозила, потому что у меня одна коллекция. Кстати, следующую я буду вязать мышку по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Вот, а пока вот занималась куколкой. Ну и, в общем, конечно же, мне хотелось бы связать их побольше, потому что они, ну, просто чудесные. Они такие классные получаются. Особенно вот это. Я не знаю, почему там... Или я очень туго вязала ту девочку. Ну и вообще глаза все-таки вот красиво, когда чуть дальше они расположены. Она прям такая, ну, классная получается. Вот, значит, по планам я вам сказала, что я буду вязать мышку. Также я вяжу носки. Носки я вяжу из мохера. Так, я так чувствую, что надо было брать все-таки подставочку. Давайте все-таки покажу вам носки. Значит, вот такие толстенькие, прям как тапки у меня получились. Мохер плюс тоненькая ниточка с... Не помню, как называется. В общем, я совмещала с другой ниточкой. У меня уже нету этикеток никаких. Я, если честно, не совсем помню, как они там называются, эти ниточки. В общем, мохер Аделия Классик. Здесь она сама по себе толстая ниточка. И когда я добавила ниточку, которая на 100 грамм идет 400 или 500 метров, они получились прям вообще такие тапки-тапки. Но эти носочки я вяжу в подарок. И для вдохновения, значит, как я собираюсь эти носочки преподнести. Значит, эти просто связанные из мохера. Их нужно постирать будет. Вот. Я буду совмещать и вывязывать весь мохер именно на носочки. Значит, я их буду дарить вместе с... Куплю клюкву в сахаре и, возможно, чай. Чай еще посмотрю, какой купить. В общем, я хочу такие чаи подарить, которые именно когда ты заболеваешь. Вот эти вот носочки одеть именно когда там температура, ты себя плохо чувствуешь. Плюс клюква, это витамин С, и плюс чаечка попить, это будет превосходно. Такие носки из мохера, они не очень подходят для
того, чтобы в них ходить, потому что, во-первых, они будут сваливаться очень быстро, во-вторых, они цепляют на себя все, что будет лежать на полу, поэтому один раз по полу пройдетесь, и будут они уже не очень красивые. Но, тем не менее, я не запрещаю, конечно же, носить их по дому. В общем, я хочу сделать такие подарочки для воспитателей и решила вывязать. Вот достаточно быстро они вяжутся. На спицах 3,25 я вяжу в одну ниточку теперь. И петли набираю. Здесь 44 петли набраны в окружности, но они такие большеватые. Я буду набирать 40, потому что у нас маленькие воспитатели с маленькими ножками, такие миниатюрные все в садике, поэтому у них размеры небольшие. Там, я думаю, что максимум 38 у них, у некоторых. А так сами воспитатели маленькие. Вот, поэтому занимаюсь вязанием носочков. Кстати, носочки я вот воспитателям свяжу, и потом еще хочу связать детям, чтобы вот именно такие носочки были на случай, если насморк начинается, там горло побаливает, чтобы дети носили их именно вот в такие моменты. Они... Когда хочется вот согреть ноги, они согревают очень быстро, просто моментально. Я даже сейчас, когда примеряла те носки, которые как валенки получились, я думаю, что я их оставлю себе или подарю маме, не знаю еще. Но они мне очень сильно понравились, потому что вот когда хочется моментально согреться, их одел, и все, ты счастлив. Вот. В общем, на этом буду заканчивать. Вот так выглядит мой рабочий стол. Мы с вами увидимся в следующем видео. Посмотрите, как они вместе классно смотрятся. Вот эта куколка тоже хорошая, но вот когда просто их вместе сравниваешь, мне все-таки Рыжуля больше нравится. Прям любовь и любовь. Хоть себе ее оставляй. Но завтра я ее буду отправлять в новый дом. И я очень рада. Все, на этом буду заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в новом видео. До новых встреч и